Это же искусство, понимаешь, брат? Это же просто арт. Тошинори Гото выложил на своем ютубовском канале это необычное удержание еще в 2011 году. Как говорит наш скромный гений креатива, он никогда не присваивает трюкам, которые придумывает, свое имя, и при общении с японскими фристайлерами вы можете часто услышать, что они называют этот трюк реверс платини, потому что этот трюк зеркалит другой баланс мяча на подошве, сделанный Йоске, который они называют платини. Кстати, пишите в комментах ваши идеи, почему так. В остальном мире в обиходе трюк имеет название Pixie Stall. В конце 2015 года фристайлер Юши, живущий в одном Спикси-городе, получил одновременно с травмой, которая ему мешала тренировать лавера, порцию вдохновения от гения, и взяв за основу Pixie Stall, он создал свой собственный и уникальный стиль, наделав уйму фирменных фишек, среди которых Pixie Click и Pixie ATV. Наша тренировка начинается с разминки. Погнали! Лодочка, бабочка, кобра. Обороты голенью с фиксацией колена в воздухе. И напоследок прижмем нашу ногу пяткой к ягодице. Годится, согласны? Еще раз. Лодочка, кобра, бабочка, обороты голенью, пятка к жопе. Разберем Pixie Stall на примере его исполнения правой ногой. Если ты тренируешь это левой, то просто замени в объяснении право на лево. Итак, левая рука полностью выпрямленная лежит на земле. Левая нога лежит на внешней части бедра с упором стопы в землю. Правая рука находится чуть правее правого бока или на нем, но не левее, иначе это выглядит отсосно. Правая нога согнута в колене так, чтобы угол между бедром и голенью был 70-80 градусов с упором в колено. Идеально, если бедро правой ноги тоже будет полностью на земле. Подошва параллельно земле. Это идеальное положение тела. Запомните, господа, что качественный пикси – это пикси, который вы можете спокойно продержать более 20 секунд без какой-либо эпилепсии и судорог а-ля Боруздин. Поэтому сначала учим держать мяч в идеальном положении. Вот вам гайд от рок-н-боллы. Оголяем правую ногу, поджимаем пальцы на ней. Стопа приобретает форму черпака, в центр которого мы кладем мяч и стараемся продержать как можно дольше, желательно доведя контроль до 30-40 спокойных секунд. В чем профит? При таком извращении, при потере баланса вас будут выручать стенки черпака, пальцы и пятка. Следующий этап – это отработка баланса в идеальном положении уже в обуви. Шикарно, если вы можете себе позволить обувь только с рынка, ее подошва гнется в центре, как белорусская гимнастка. Если нет, то не переживайте, на чемпионате мира есть еще много номинаций помимо рутины. Мяч должен находиться строго в центре подошвы. Совмещая босой и обутый варианты, вы должны довести последний до спокойных 15 секунд. Когда ты уже прокачался и в этом, приподними правую ногу на 10 см вверх, стараясь контролировать мяч на подошве при небольших движениях стопы вперед-назад, увеличивая зону контроля Pixie Stall. Теперь отложим мяч в сторону. Ложимся на спину, сгибаем левую ногу, правую поднимаем вверх. Теперь кладем левую ногу на землю на внешнюю сторону бедра. После этого разворачиваем стопу правой ноги носком влево и опускаем ее в то самое идеальное положение, о котором мы говорили ранее. Мой совет: снимайте свои промежуточные этапы на камеру, чтобы не было никаких отклонений от идеальной позиции. Если они есть, корректируйте. Если вам наконец-то легко дается приведение ноги в идеальное положение, то берем любой плоский предмет, книгу, телефон или, например, стендапа Криши и кладем на подошву и повторяем. Помните, подошва всегда параллельна земле. Кстати, вопрос. Может ли поклонник творчества Станислава Лема делать крутые вариации пикси? Свои мысли пишите на заборе или в комментах. Когда вам начнут уже легко даваться опускание с плоским предметом на подошве, то снова воспользуйтесь гайдом рок-н-боллы и сделайте все то же самое с мячом, лежащим на босой ноге. Как только осиливаем больше 5 удачных опусканий с 10 попыток, так сразу переходим к попыткам уже в обуви. Научившись опускать с обычного сол-стола на пикси, стабилим это до 5 из 10 минимум. И начинаем развлекаться с базовыми переходами, которые улучшат ваш баланс. Например, сол-стол, голень, пикси-стол. Сол-стол, голова, пикси-стол. Пикси-стол, голова, пикси-стол. Пикси-клик. Для тренировки пикси-клика вы должны быть уверены, что ваш пикси-стол не шо попало.
Ранее озвученные базовые переходы должны получаться довольно легко. Конечно, можно тренировать все параллельно, но велика вероятность, что вы сожжете все нервы и окружающий мир в труху. Место клика — область, но не Донецкая или Луганская, а та, что чуть выше вашей подколенки на задней поверхности бедра. Для ровного выбива мяча вверх после скидывания мяча в эту область необходимо разогнуть ногу полностью в коленном суставе до угла в 180 градусов в момент касания мячом ноги. Высота подбива где-то 40-50 сантиметров. Пикси-стол, клик. Пикси-стол условимся считать как одно повторение. В идеале довести стабильность надо до 10 и более повторений. Начиная где-то с 3 стабильных повторений, целесообразно учить 2 клика подряд, 3 и более, смотря насколько перфектным вы хотите сделать это движение. Пикси-АТВ. Для Пикси-АТВ нужно уметь безошибочно делать 2 пикси-клика подряд. Итак, скидываем мяч в нужную нам область, делаем клик. И как только мяч начнет подниматься вверх, сгибаем ногу в коленном суставе, отводя пятку к ягодице и делаем оборот голенью вокруг мяча. При движении пятки к ягодице угол между голенью и бедром сокращается со 180 градусов до примерно 30, после чего необходимо ногу резко распрямить, сделав второй клик, и вы уже как истинный магистр этих движений ловите с улыбкой мяч на подошву. Как прокачать Пикси-АТВ? Да абсолютно так же, как и клик. Пикси-стол, Пикси-АТВ, Пикси-стол. Условимся считать как одно повторение. В идеале довести стабильность до 5-6 и более повторений. Начиная где-то с 3 стабильных повторений, целесообразно учить 2 Пикси-АТВ подряд, 3 и более. Типичные ошибки. Первая ошибка — это баланс мяча не в центре подошвы. Из-за этой ошибки не будет запаса для контроля при движении стопы в сторону, например, вперед, если на носке, или назад, если на пятке. Вторая частая ошибка — это когда не кладется бедро в самом начале движения при опускании с обычного сол-стола, лишая себя дополнительных точек опоры. Частые ошибки на клике — это либо попадание мяча не в нужную область задней поверхности бедра, либо неправильный тайминг при разгибании ноги в коленном суставе. То есть это либо чересчур ранее, либо чересчур позднее, и оно корректируется по собственным ощущениям. Пикси-АТВ. Как и на клике, можно попасть в просак с непопаданием мяча в нужную зону или плохим таймингом при разгибании ноги на обоих кликах. Старайтесь не подбивать мяч гораздо выше вашего обычного клика. Низкую высоту можно скомпенсировать более резким сгибом в коленном суставе при отведении пятки. Будьте внимательны к вашим попыткам. Если вы сбиваете мяч еще на этапе его подъема вверх, то скорректируйте движение, добавив небольшую задержку, но не в развитии. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось видео обучения, которое мы для вас придумали. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите каннибалс. Hi, I'm Pixie from Japan. Hope you guys enjoyed this trick from Cannibals Crew. Peace.